Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам предложить связать вот такой интересный, гламурный джемперок в таком интересном розовом цвете, очень легким узором. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Как всегда в нашем мастер-классе будет схема, выкройка, мое подробное изложение, как связать. Мы свяжем с вами узор, и будут у нас с вами, как всегда, расчеты на тот или иной размер. Я буду рассказывать, как с применением плотности нам сделать индивидуальный расчет. То есть много полезной информации в мастер-классе, поэтому кому интересно, пожалуйста, давайте, оставайтесь со мной на канале, и мы начинаем. Начинаем с выбора пряжи. Для вязания джемпера я выбрала пряжу Alize Lana Cotton розового цвета. В составе этой пряжи 26% шерсти, 26% хлопка и 48% акрила. В 150 грамм у нас с вами 160 метров. Турецкая пряжа хорошего качества. Уже неоднократно я ее показывала в своих видео-мастер-классах. У меня много цветов этой пряжи, и мне она нравится. Средней толщины, хорошая скруточка. Вязать одно удовольствие, не путается ничего. Цвета шикарные в этой серии. Так, 3,5 я использую спицы. И, в общем, вот так выглядит наш узорчик, наш гламурный. Сочетание ажура и лицевой глади. Вяжется очень легко. Всего 4 ряда у нас раппортик в высоту и 9 петель в ширину раппортик. Здесь вот у нас с вами в этом узоре 2 раппорта в ширину и, значит, 5, получается, раппортов в высоту. И далее лицевая гладь идет, да? Ну, в общем, мои хорошие, мне понравился этот джемпер своей легкостью и оригинальностью. И сейчас я вам покажу схему узора, выкройку, и, как всегда, у нас будет описание на несколько размеров. Схема узора, выкройка, все перед вами. Как я говорила, узор довольно легкий. 9 петель в ширину занимает раппорт и 4 ряда в высоту. Мы будем с вами его вязать, поэтому я думаю, что если что-то у вас, какие-то вопросы есть, они развеются после того, как вы свяжете со мной вместе этот образец. Кроме этого ажурного узора у нас применяется в модели еще лицевая гладь, поэтому, ну уж лицевую гладь-то вы и так свяжете. Смотрите, выкройка у нас будет на 3, я бы даже сказала, на 6 размеров. На 42-44. Второй размер это будет 46-48. И третий 52-54 размер. Как сделать индивидуальные расчеты, я рассказываю в конце видео. Вот так выглядит обычно мое описание, которое я размещаю под видео. И сейчас я стала делать полноценные статьи
с инструкциями по вязанию на эти модели, которые я, значит, выбираю, и публиковать их на своем новом канале в Яндекс.Дзен. Там также есть, значит, название моего канала такое же — «Рукоделие Светланы Лосева», только это другая платформа. И, в общем, то, что я вам сейчас уже сказала про размеры, озвучила. Расход пряжи понадобится 400-550 грамм в зависимости от вашего размера. Спицы 3,5 и круглые спицы круговые используются номер 3. Про ажурный узор я тоже уже сказала. Плотность мы определяем в процессе вязания. Чередование узоров, смотрите, девочки, значит, 44 ряда мы вяжем с вами ажурный узор, затем 38 рядов в центре у нас идут лицевой глади, и далее ажурный узор в зависимости от вашего размера. На первый размер 36 рядов, на второй размер 36 рядов, на третий размер 40 рядов ажурного узора. Вот таким образом располагается у нас чередование узоров. И вот это попетельное описание будет под видео, поэтому я не буду это все зачитывать. К тому же в конце видео мы с вами все эти петельки определяем, да, и я рассказываю, из чего они берутся, почему именно такое количество петель, как располагаются раппорты, какие нюансы у этого схемы. Все я рассказываю в конце видео. Пожалуйста, обратите внимание. Ну и, в общем-то, при сборке мы с вами используем обычную схему, да, планочку обвязываем круговыми спицами, просто двумя рядами лицевых петель. Все. И еще к тому же край планочки рекомендует обвязать крючком, зубчиками. Здесь вот есть описание. Оно будет под видео. В общем, все, мои хорошие, на этом я заканчиваю свои объяснения. Давайте приступим к вязанию узора. Будем мы вязать с вами вот по такой схеме. Значит, для образца мы будем вязать 2 раппорта по 9 петель. И 2 петли у нас идут лицевые справа и слева для симметрии. Итого получаем 9 плюс 9, 2 петли для симметрии, 2 кромочные, набираем для образца 22 петли. Я уже вот связала это все дело и показываю вам. Значит, вяжем с вами первый ряд по схеме. Начинаем. Первую кромочную сняли, дальше по схеме лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, снова 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, связали первый раппорт, вяжем второй раппорт, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая для симметрии, кромочную вяжем изнаночной. Второй ряд вяжем. Здесь, собственно, все у нас петли изнаночными вяжутся. Я покажу, как вязать двойной накид. Накиды тоже вяжем изнаночные. Вот мы вяжем все изнаночными, да. Сейчас дойдем до двойного накида. Итак, вот у нас двойной накид. Двойной накид я вяжу, показываю следующим образом. Первую вяжу изнаночную, вторую лицевую, или наоборот, первая лицевая, вторая изнаночная. И вяжем далее опять все петли до конца изнаночными. То есть здесь сложность у нас в двойном накиде, вернее, даже не сложность, а просто знаете технически, как его вязать. Лицевая, изнаночная, или наоборот, изнаночная, лицевая. Вяжем третий ряд узора. Значит, первая у нас опять кромочная, лицевая для симметрии, и вяжем раппорт. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, двойной накид,
5 лицевых с наклоном, 5 лицевых вместе с наклоном влево. Вот так. Дальше опять двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Провязали, и 1 накид. Провязали первый раппорт, второй вяжем. Опять снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, двойной накид, 5 лицевых вместе с наклоном влево, снова двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и завершаем раппорт накидом, лицевая для симметрии, кромочную вяжем изнаночной. 4-й ряд вяжем. Здесь тоже будет, собственно, технически правильно связать двойной накид, а так все изнаночные. Вяжем изнаночная, то есть вяжем пока все изнаночные, накиды изнаночные, одинарные, да. Так, вот двойной накид, опять я вяжу изнаночная, лицевая, или наоборот, лицевая, изнаночная. Далее опять вяжем изнаночная, двойной накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, двойной накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, снова двойной накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, двойной накид, изнаночная, лицевая, изнаночная. Ну и все. Далее идут изнаночные. Вот так вот. Вся сложность этого узора заключается правильно провязать двойной накид в изнаночном ряду. Все, мои хорошие. Далее опять вяжется все с первого ряда, как я вам уже и показывала. У нас применяться будет вот этот, я бы так назвала, такая гламурная сеточка, да, и будет у нас лицевая гладь с вами. Все. Сейчас я провяжу несколько рядков лицевой глади, и мы измерим с вами плотность вязания. Делаем влажную тепловую обработку образца горячим паром. Так, и тянем. Он у нас становится влажненький, такой податливый образец. В разные стороны хорошенько. По вертикали, по горизонтали потянули. Вы не бойтесь, он все равно примет свою неизменную форму, когда высохнет. Все оставляем до полного высыхания. Наша задача померить ширину и высоту образца и сделать очень легкие расчеты. Итак, вот наш образец, он принял. Все, высох полностью. Вот такой он у нас и будет теперь в носке, да, материал. Мы прикладываем линеечку. У меня 12 сантиметров ширина. И то же самое померяем в лицевой глади. В лицевая гладь чуть-чуть шире получается, 12,5. Ну, посмотрим далее. Так, и мы набирали 22 петли, да? 22 петли поделим на 12. Получим 1,8. Хорошо. Теперь 22 поделим на 12,5. 1,78. Ну, как тут не округляю, все равно 1,8 получается плотность по горизонтали. Я пишу в 1 сантиметре 1,8 петель. Так, и теперь по вертикали. Вертикаль я буду измерять и лицевую гладь, получается, и наш узор. Также я линеечку прикладываю. Все-таки 12. Так, ну за счет того, что узор вот здесь немножечко ушел. Так, то есть 12 сантиметров. И сейчас я скажу, сколько это рядов. Так, и мои хорошие, в общем, здесь у меня 26 рядов в высоту. 26 мы поделим на 12 наши с вами сантиметры. Получим вот такое число. Давайте запишем 2,15. Не будем округлять до 2,2, да? Пусть будет более точно. Я пишу, что в 1 сантиметре 2,15 ряда. Вот так.
Вот эти цифры нам сейчас понадобятся для расчетов. Смотрите, мои хорошие, у нас с вами 3 размера. Значит, первый размер, вот 24 идет ширина переда и спинки. Двойной размер это 48. Второй размер 52. И третий размер очень большой, 29,5. Это будет 59, да, то есть вообще там на 52-54 идет. И давайте сейчас определим количество петель на тот или иной размер. Определяем. Значит, первый я буду записывать 48 сантиметров ширина спинки. Это обычно 42-44 размер. Русский, если. 48 умножить на 1,8 получим 86 петель. Это пока такой черновой вариант. Потом будем более детально с применением узоров считать. Далее считаем 52 сантиметра на 1,8. Получим 94. То есть 52 сантиметра это 94 петли. Округлили. Так, в большую сторону. И, значит, третий размер получается 59 сантиметров. Это 52, 54 получается размерчик. Даже может быть, ну да, 52, 54. И мы с вами округляем его. Так, 59 умножаем на 1,8. 106 петель. Теперь давайте делать с вами расчеты на примере первого размера. 86 петель. Раппорт нашего узора составляет 9 петель. Поэтому мы с вами сейчас 86 поделим на 9. 86 поделим на 9. У нас получится 9,5 раппортов. Должно умещаться. Давайте с вами распределим эти 9 раппортов. Я обычно схематично рисую. Таким вот образом. Значит, 9 раппортов, да, так и рисуем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 раппортов по 9 петель. 9 на 9, 81. Таблица умножения, да? То есть здесь у нас с вами 81 петля. Помните, по нашей схеме обязательно 2 петли нужно для симметрии, да? Справа и слева по лицевой петле обязательно добавляем. Значит, 1 петля лицевая справа, 1 петля лицевая слева. Не забываем, что нам необходимо с вами еще кромочные прибавить. То есть 1 кромочная справа, 1 кромочная слева. То есть к нашим 81 петелькам мы уже добавили 4 петли, и у нас с вами стало 85 петель. Да? А нам надо с вами 86. Ну, мои хорошие, мы с вами практически идеально уложились, согласитесь. Где 85, мы, помните, округляли здесь, тем более, да? То есть так и оставляем. На первый размер у нас будет 85 петель, уточненные данные. Здесь я тоже исправлю, 85 петель. Так, второй размер 94 петли, где? Давайте также поступим. 94 поделим на 9. Получим 10 раппортов. Ну, я уже рисовать не буду, да? Давайте 10 на 9, это будет 90, да? То есть 10 раппортов на 9, это будет 90 петель, считаем. Плюс 2 петли у нас с вами идут для симметрии, да, справа-слева. И плюс 2 кромочные. Итого мы с вами сейчас получим 94 петли, видите. Очень хорошо у нас с вами все совпало. Оставляем эти 94 петли неизменными. Отлично все получилось для второго размера. Третий размер считаем. 106 у нас должно быть петелек, да? И что мы с вами должны сделать? 106 также поделить на 9.
получим 11 раппортов. 11 раппортов умножить на 9 это 99 петель. Записываем 11 на 9. 99 петелек. 2 петли у нас идут для симметрии и 2 кромочные. Смотрим, что получается. К 99 мы добавим 4. Получим 103 петли. А нам с вами нужно 106. Не хватает петель. 103 петли. Я думаю, что недостающие, получается, все-таки нужно, чтобы при нашем раскладе узоров это было нечетное число, да, поэтому либо 105, девочки, либо 107, как вам там самим захочется, по своим размерам посмотрите, кому вы больше, к какой ширине вы больше склоняетесь, так и оставьте. Я решаю 2 лишние петли, 2 недостающие, скажем так, петли прибавить, как, знаете, здесь вместо одной лицевой будут просто 2 лицевые, все, да? То есть я пишу 2 лицевые петли, мы еще добавим, получим 105 петель. Значит, 1 лицевая петля добавится справа, и крайне левая будет 1 лицевая петля. Я думаю, что это в узоре будет совсем незаметно. 1, тут 2 петли, да, с краешком, ерунда. Таким же образом вы будете, девочки, решать вопрос, если, например, ваша ширина, ну, как бы там тоже не совпадет. Предположим, вы не 48 хотите, да, а 49 сантиметров хотите ширину, да. Также решайте с помощью лицевых петелек. Добавляете справа и слева, сколько вам нужно лицевых петелек, крайне левым положении, крайне правом, да, и все у вас как бы получается, как вам захочется. Вот так мы с вами располагаем узоры. Сейчас хотела бы обратить внимание, значит, на расчет плотности по вертикали и как ее применить. Ну, то, что мы ее с вами посчитали, это отлично. А теперь как ее применить? Ну, на примере давайте покажу вам, предположим, вот вырез горловины, да, по спинке. Вот у нас, значит, идет с вами первый размерчик 45,5. Я так понимаю, очень плохо видно. Или 46,5. По-моему, 45. Так, 45,5 у нас идет размер. И плюс 5,5 это высота идет выреза горловины по переду. Считаем общую высоту до выреза горловины спинки. 45,5 плюс 5,5. В общем, на высоте 51 сантиметр мы будем формировать с вами вырез горловины спинки. Для этого мы будем применять с вами не сантиметры измерять, а ряды будем. У нас будут с вами в нашем описании участвовать ряды. То есть 51 сантиметр я умножаю на нашу плотность по вертикали 2,15. Умножить на 2,15. Смотрите, у меня получается, округляем, 110 рядов. То есть я пишу, 51 сантиметр это есть 110 рядов. Смотрите, на высоте от низа до выреза по спинке мы вяжем 110 рядов нашим узором и начинаем закрывать петли выреза горловины спинки. Аналогично вы считаете любой другой размер по вертикали. Предположим, вот у вас скос рукава надо посчитать. Кстати, я его всегда показываю, как считать. Значит, для того, чтобы посчитать скос рукава, мы, конечно же, с вами вот 1 сантиметр это наша высота общая рукава от низа до верха. Мы сейчас также эту величину переведем в ряды. 41 умножить на 2,15. 88 рядов. Далее мы определяемся с количеством петель в самой низкой части рукавчика и в самой широкой части. Значит, в самой низкой и узкой части рукавчика у нас 11,5, да? Давайте посчитаем. 11
25 умножить на 2, половинчатый размер. Смотрите, 23 сантиметра по низу умножаем на плотность по вертикали, по горизонтали 1,8. Это будет 41 петля, да? Это такая пока грубая циферка. Мы ее еще с узорами не согласовали, да? 41. И по верху идет 21 сантиметр у нас величина. Поэтому мы сейчас 42, то есть я уже сразу перевела в настоящий размер, умножил на 2, умножаю на 1,8 плотность, получаю, ну скажем так, 75 пусть будет, хорошо, 75, потому что по низу пока непонятно. Вообще должно быть либо тут четное число и тут четное, либо нечетное везде. Ну, пока так оставим. Давайте посмотрим, как у нас по низу рукавчика распределяется, предположим, узорчик. Да? 41 петля. Мы делим также на 9 число петель в раппорте. Это 4,5. Ну, 4 целых раппорта получится по 9. 4 на 9 – 36. Плюс 2 петли для симметрии, плюс 2 кромочные. Получим 40 петель, мои хорошие, по низу. Будем все-таки набирать 40 петелек на наш размерчик маленький. И здесь будет 76, соответственно. Я говорила, чтобы было четко, да? Ну, или 74, как хотите. Предположим, вот такой у нас расклад. 40, 76. 76 отнимем 40. И видим, что будем прибавлять. В целом надо прибавить 36 петель. Эти 36 петель надо прибавить равномерно и симметрично с двух сторон, то есть справа и слева. Для этого мы 36 делим на 2. Прибавлять с каждой стороны надо 18 петель. Я пишу 18 петель. На высоту надо прибавить 88 рядов. Итак, мы сейчас с вами с равным интервалом посчитаем этот интервал. 88 поделить на 18 петель. Получаем вот такое число. То есть не целое число у нас получилось. И в этом случае, как вам посоветовать, в каждом четвертом ряду делать прибавки, а значит какое-то определенное количество петель, предположим, 10 петель вы делаете в каждом четвертом ряду, а оставшиеся 8 петель можно делать в каждом пятом ряду. Как-то вот так, девочки, это вам так на глаз я определяю, более точно там сами, я когда сделаю описание, я посчитаю более точно. Сейчас не буду, я очень много времени отнимает такие детальные расчеты. Теперь очень часто возникает вопрос, как посчитать, например, сколько петель на вырез горловины, на плечо придется. Также, смотрите, первый размер 10. 10 умножить, это половинчатый размер, то есть у нас 20 сантиметров вырез горловины по выкройке. Умножим на плотность 1,8, 36 петель. По выкройке это 36 петель. Опять-таки черновая такая циферка, более корректированную мы сейчас с вами определим. Так, смотрите, плечо написано 14, да? 14 петель, 14 сантиметров умножить на 1,8 плотность. По сути, на плечо должно прийтись 25 петель. А сейчас нам необходимо вот эти все циферки собрать воедино, чтобы получилось 85 в сумме. Понимаете, да? И мы с вами это вот таким образом будем делать. Значит, если на плечо 25 и 25, то это 50 петель на плечо. Из 85 мы отнимем 50. На вырез горловины придется 35 петель, мои хорошие. Исправляем не 36, а 35. Вот такая корректировочка всегда требуется. Так, и далее, значит, аналогичным образом вы делаете для других размеров расчет на ваш размер, да? Я вам показала, как применить вертикальную плотность, да? Как применить горизонтальную плотность.
Все более детальные расчеты я всегда располагаю под видео. Там будет инструкция по вязанию, и в ней все вот это попетельное изложение там будет присутствовать. Вот на эти размеры. А сейчас, мои хорошие, я с вами заканчиваю мастер-класс. Надеюсь, вы все поняли. Кто не понял, пересмотрите еще раз видео. Вот такой у нас с вами получился образец интересный, гламурный узорчик такой. Всем желаю удачи связать этот красивый джемпер и до новых встреч!